Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня посмотрим расклад, что сделать завтра, чтобы притянуть удачу. Да? И обязательно, чтобы это был совет от Вселенной через карты, вот чтобы действительно по-настоящему притянуть эту удачу уже, да, ну чтобы сквозь пальцы не уходило, чтобы действительно, когда ты вкладываешься, хочешь получать хорошее, только хорошее. Ну вот давайте смотреть, потому что время пришло, чтобы эту удачу получить, поймать, вернуть обратно в свою жизнь. Ух ты, солнышко выскочило. Посмотрите. Солнце, я же говорю, время пришло. Солнце выскочило, чтобы эту удачу уже в руках своих держать. Думайте о себе, о своих желаниях и проговорите свое имя. Сейчас посмотрим, что карты про вас расскажут, и отсюда сразу же на расклад. Десятка кубков, красивая карта. Четверочка. И луна. Ну, во-первых, за вами кто-то наблюдает прямо сейчас. И что-то хочет вам рассказать. Либо наблюдает, либо думает. Прямо сейчас. Вот сейчас, когда вы смотрите этот расклад. Или что-то думает. Скоро вы либо встретитесь взглядом, либо вы на телефонный, не знаю, там звонок ответите, либо встретитесь где-то на нейтральной территории, но вы будете о чем-то говорить. И, кстати, это будет что-то важное. Может быть, не сильно сложное, серьезное что-то, но что-то важное, что вас как будто бы вдохновит на что-то. Кто-то ждет встречи с вами. Скоро она будет. А сами по себе вы человек-воин, да. Вы человек, кстати, по всем этим картам победитель. Есть проблема. Есть проблема. Да и по пятерке мечей тоже вот эти три карты есть. Они складываются в энергию осуждения. Сейчас скажу про это. Но вы победитель. Вы из всего вот этого по десятке кубков заслужили свое счастье. Потому что вы смогли многое пройти. Вы смогли от чего-то отказаться, от чего-то не отказаться. Вы заслужили эту победу. Вы победитель. Вы знаете, кто вы есть. Вы реально знаете, кто вы есть. На самом деле вы сила. Это карта силы. А вы не ищете себя. Вот так уж, чтобы какая я и... Нет, вы себя уже нашли давно. Вы можете вспоминать, где правильно делали, где неправильно, но вы себя не ищете. Вы вот такая, как есть. Да. Да, где-то и боль испытывали, и прошли эту боль. Может быть, и сейчас что-то на душе тревожит вас, потому что вы вспоминаете. Есть у вас такое, что очень часто вспоминаете, да? Вот как будто бы о чем-то, о ком-то думаете, и вдруг вот левые мысли пришли из прошлого. Где-то, если не нравится, отбрасывать пытаетесь, где-то наоборот, как в подсказку идет. Но вы человек разносторонний, и вы человек, который умеет видеть прошлое. Потому что некоторые люди, они видят только зло, некоторые люди видят только то, что нужно. А вы любите жить, поэтому вот эта вот любовь, это понимание притягивает к вам ответы
на вопросы ваши. Но вот единственное, что вот по вот этим трем, да и вот это тоже, кстати, в этом углу, и десяточка мечей, уже 4 карты, вы иногда не видите этого, либо пропускаете мимо. Почему? И карта отшельника. То ли одиночество среди людей очень мучает вас. Ну и я говорю, есть что-то еще, что вы осуждать можете? Потому что, да, скорее всего, вас осуждают. Но знаете, это не важно. А вот если у вас такое есть, вот это никак нельзя, это надо посмотреть, потому что эти карты вот с этой стороны, они довели вас до вот этого одиночества. Здесь Луна, здесь одна, вроде Вселенная дает одна, здесь стараетесь из этой боли выйти и перерисовать картинку своей жизни, но все равно вы как будто бы среди людей, но вы одна. Смотрите, если у вас действительно есть такое, что вы можете осуждать людей, вот честно, уж не обижайтесь, я по картам смотрю. Смотрите, осуждать не так, что вот ты плохой там и все там, сколько всего сказал. Бывает иногда, но это не то. Осуждать давайте совместим со словом «советовать». Когда вас не спрашивают, вы можете увидеть, что человек поступает не так, говорит что-то не так, и вы видите со стороны, что надо сделать, чтобы исправить эту ситуацию чужого, другого человека, может и своего тоже, но другого, не вашу. И вы начинаете говорить, вот это и есть осуждение, советование. Потому что вы осуждаете его поступки, что он неправильно делает, а надо вот так. Это неправильно. Знаете почему? Вы лишаете себя радости, силы. Рыцарь жезлов, новых возможностей. Рыцарь жезлов — это жезл огонь, это когда новые дела, новые шаги, новые поступки, новые люди в вашу жизнь идут. Своего, вот как будто бы вы свое держите уже, да, не всем раздаете, а свое. Вы неправильно делаете, потому что сама Вселенная, она начинает говорить: ага, значит, ты знаешь, как поступить в этой ситуации, на тебе такую же. Вот в чем проблема. Не в вас, не в том, что вы реально делаете. Да, вы хотите помочь, потому что вы видите, что человек ошибается, допустим, со своей стороны. Но вы себе от Вселенной делаете, вот она вроде хочет что-то хорошее дать, но не понимает. И если чувствует, что вы знаете и разбираетесь в какой-то ситуации, на тебе, давай разбирайся. У тебя получается, на тебе плохую ситуацию. И вы попадаете через время, советуя кому-то, в такую же ситуацию. Было такое у вас? Если такого никогда не было, значит, это не про вас. Если у вас было, что вы кому-то советовали, кого-то пытались уберечь от чего-то, но осуждая его же поступки, да, что ты неправильно вообще думаешь, надо вот так, через время вам возвращается. Вот это и есть потеря своего счастья и удачи, и удачи. Она есть. Высшие силы по 4 кубков, они рядышком всегда. Они вот протягивают вам незримый бокал, да, незримый кубок вашего счастья. Он всегда рядом, всегда. Но вы как будто бы закрываетесь, думая, что вы помогать можете. Вот если вас спрашивают, да, совет сказать, да, я думаю так, вот мне кажется, что ты не прав, но когда вас спрашивают. Когда нет, не потому что это не надо делать. Хочется иногда, конечно, и заранее, да, предупредить, но знайте точно, что через время вы попадете в такую ситуацию. Потому что судьба, Вселенная думает, наоборот, это все хорошо.
Вот она вам дает, давай, дерзай, ты же хотела кому-то помочь, вот знаешь, значит справишься. Знаете, здесь можно даже сказать: о, я знаю, как заработать деньги, да? Посоветуйте кому-то заработать деньги, и все, вам вернется вот этой ситуации через время. Скажут: ага, давай, действуй, раз знаешь, как заработать деньги, я тебе помогу, подтолкну на какой-то участок твоей дороги, где есть залежи денежек. Ну вот как-то так здесь. Ну, потому что действительно здесь как вы не берете, да, вам дают здесь луна, это сама судьба заглядывает на вас, но здесь еще кто-то хочет с вами поговорить, это просто в реальном времени. Потом вы можете, да, какими-то иллюзиями своих поступков, действий, да, привести себя к болезненной ситуации, ну и остаться среди всего в одиночестве. Так оно и есть. А вообще вы счастливый человек по жизни, по своей судьбе, и вы будете таким. И вот как будто бы карты сегодня реально через сигнификацию вам уже это подсказывают. Перестаньте советовать, осуждая, либо осуждать, советуя, ну что-то типа этого, когда не спрашивают. Вот так вот. Вот так вот. Ну и тут рыцарь жезлов, это ваши новые шаги. А чем закроется? Еще подсказка или уже нет? Туз пентаклей. Это не подсказка уже, это уже ты получаешь в свою жизнь, в свои руки. Ох, как! Ну, пентаклевый туз, удача. Удача, деньги, любовь, силы, здоровье, новые возможности. Вот так вот. Так что это не зря было здесь, в самой сигнификации. В самой сигнификации, да. Этот расклад для вас. Вот все, кто сейчас вот пришел, смотрите, где-то вот кусочек, но ваше. Это чтобы действительно вернуть себе вот это счастье, эту удачу. Дальше давайте. Это ваш расклад, ваш. В конце скажу, как всегда я говорю, волшебные слова. Угу. Ну, чтобы вот удачу притянуть все-таки еще и словами, да, специальными. Хотя, когда ты чувствуешь, когда ты понимаешь, оно уже притягивается. Своими словами, я всегда говорю, это реально действует. Своими словами можете говорить. Но если верите еще и вдобавок в слова, которые действительно... Вот, допустим, по раскладу вот пришли через энергию, да, или где-то вычитали, и у вас ёкнуло по этим словам. Все, можете записать их там, просто проговорить хотя бы один раз тоже поможет. Ну а как же? Если чувствуете, нет, не ваше, все не ваше. Я говорю, у каждого человека есть чуйка, только у кого-то она открыта, а у кого-то просто заблокирована. Ну, кто-то не верит в это, кто-то не хочет этого. Так, что у нас тут перевернулось? Дорога, которая из двух частей собирается воедино. Вы как на перекрестке своей дороги, прям выпрыгнула эта карта, еще и дама бубен, как на перекрестке своей дороги, и вы уже знаете по этому раскладу свой путь и что делать, чтобы действительно наконец-то встретить свою удачу. А сделайте это завтра. Слова скажу в конце, да, расклада. Действительно, вот что сделать завтра, чтобы притянуть удачу? Ну, карты. Солнце, прекрасно, и книга судьбы. Хорошие карты, хорошие карты. Книга судьбы говорит, что как раз пришел момент, действительно, да и солнышко опять, которое выпрыгнуло с другой колоды, да, солнышко, как будто бы открываются новые перспективы и новые возможности. Этот расклад не зря для вас сейчас идет.
желание, которое вы загадывали, будет исполняться. Что-то надо вымести, выкинуть. Дороги открыты, и ты выберешь правильное. Дороги длинные, дальние, интересные. И много еще впереди, потому что это лилии, это цветы жизни посерединке. И на работе успех через дней 6. Что-то очень интересное сделаете, и у вас получится. Через дней 6. Единственное, что аккуратней будьте, когда будете ходить поздно вечером. Вот здесь аккуратней. Смотрите по сторонам, и лучше самой не ходить. Самому, да? Если мужчина смотрите, то как бы карта вот здесь даже посерединке ваша. В голове держите женщину какую-то, о ней беспокоитесь, либо еще какие-то мысли, ну вот как желание встречи, желание разговора. И наоборот, девушки мои хорошие, это вот о мужчине вы думаете. Есть такое рядышком. Хотите переписать какую-то страничку своей жизни, она сама перепишется. Она вышла здесь, эта книга. Она сама перепишется. То, что было, то было. Но кое-что, да, из дома надо будет выкинуть. Сухие цветы, либо смотрите, завтра с утра посмотрите цветы. Смотрите, если у вас есть в вазе цветы, пересмотрите их, засохшие кусочки там выкинуть или полностью. Если у вас есть на подоконнике цветы, просмотрите, нет ли там сухого листочка какого-то, да, тоже отщипните и выкиньте. Это как будто бы вы собираете то, что уже отсохло. Хочу из своей жизни, мол, убрать это, хватит. Что-то расцветает, как деревья распускаются новые, да и лилии вышли. А здесь букет. Что вымести? Может быть, реально просто подмести дома. В холодильнике, кстати, посмотрите, такое еще у меня пронеслось видение, может быть, зелень какая-то залежалась, да, петрушка, укроп, ну, может, еще что-то. Потом что-то как трава, цветы. Но если вообще ничего, просто подметите тогда в доме. Опять же, ну раз веник этот вышел сразу же, значит время пришло опять подмести, как говорится. Но я вижу здесь что-то вот из растений. Надо как отщипнуть то, что уже отсохло, высохло, испортилось, может быть, вот что-то такое. Так, это на всякий случай. Дальше. Карты, а ну расскажите, действительно, что сделать еще, чтобы притянуть удачу? Это пока чистка. В сигнификации это совет от Вселенной. Дальше чистка, да, как почисти, подмети. А может быть, слушайте, веник это тоже, если он не синтетический, не искусственный, а настоящий веник, да, который выращивали, может быть, от него вот краешки срезать, когда подмел, подмести и срезать в мусорку. Тоже вижу такое видение. Вот подумайте, что вам больше всего вот приглянулось ваше, что вы прочувствовали, что оно ваше. Сделайте именно завтра. Утром вы смотрите расклад, ночью, вечером, без разницы. Это завтра, на следующий день после расклада. Так, дальше, что еще? Вам надо выспаться. Разговор будет с человеком, но смотрите, еще один разговор вы хотите, чтобы он был. Просить ли прибавление в деньгах, денежках, да, может быть, премию какую-то попросить, может быть, взаймы попросить, стоит ли ключик,
Если вам это действительно хочется сейчас, и вы чувствуете, что да, почему бы и нет, время пришло. Попросить премию, попросить, да, взаймы, может быть. Но смотрите только с условием, что вы четко чувствуете, что это ваше, и вы справитесь. Если взаймы берете, то в нужное время отдадите. Ну, как-то так. Смотрите внимательней. Да, эта чуйка сработает, но ключик открытия есть. Ключик открытия есть. Чтобы притянуть удачу, попросите какого-то делового партнера, делового человека вам помочь. Есть такое. Есть такое. Смотрите. Стоит ли волноваться и бояться, что у вас не выйдет, не получится отдать, если берете в долг, или там какой-то кредит? Возможно, но это проверка. Возможно, тут гора выходит. Будет сложно, но гора есть гора. По-любому ее обойти можно. По-любому обойти можно. Вот. Но будьте аккуратны. Да, оно тоже выведет вас на удачу. Если у кого-то берете деньги, кредит какой-то решили открыть, в кредит вещь покупать, еще что-то такое, что надо через время расплатиться будет. Будьте внимательны. Да, гора есть, будут какие-то волнения. Еще есть какая-то женщина, которая хочет забрать у вас через какой-то поступок вашу удачу. Но мужчина вам поможет. Мужчина, если смотрите, вам друг, знакомый, не знаю, хозяин какой-то фирмы вам поможет, да, или какого-то предприятия, не знаю, может, юрист. Ну, девушки, женщины тоже. Как бы женщина вот идет, как захочет у вас отобрать эту удачу, но мужчина вам поможет. Вы выйдете. Хотя, если будете брать в кредит, в долг, будут, ну, ключ есть, открывай, иди, уверенно, давай, это твое. Но будь внимательна все-таки в этом пути. Кто-то подсидеть хочет тебя. Магию, что ли, делают опять? По сердечку? Нет, это просто зависть. Пока что не вижу магии. Хотя бывает так, что карты показывают, и я ее как бы раскрываю, да, где быть внимательной. Но в этом вопросе магию не вижу. Здесь просто зависть большая. Значит, вот эта змея где-то отдельно лазит, это зависть. Зависть от людей. Это значит, что не доверяете какой-то женщине, не рассказывайте ей, что вы будете делать. А мужчине, да, можете рассказать. Он поможет, он выведет. Вот так. Есть ответ. Дальше. Что еще сделать завтра, чтобы притянуть удачу? Если надо, если нет, все, закрываем это. Если надо, карты ответили. Но выспаться вам точно надо. Это тоже притянет удачу, потому что вы выспитесь. Вы проснетесь с новыми мыслями. Денежки, рыбки, денежки. А по этой карте могу сказать, может, вам лотерейку купить? Даже так. Это как бы карта денег. Вот она, да? Так, а ну стоит ли? Ну, рыбы и корабль в одном, да? Смотрите, если ёкает, да, купите лотерейку. Я не вижу запрета. Но и в то же время, если ёкает, как я всегда и говорю. Расклад общий, но подсказочки здесь сильные. Если у вас ёкает, дай попробую. Не потеряю, мол, да? Покупайте. Если все-таки не с чего, ну а зачем, есть сомнения, все, пока закрыли этот вопрос. А лотерейка тут рыбки, корабль. И это новые новости, везение, та же самая удача просто вот на коне скачет. Еще и вон червовая карта, сердечки и древо. Дерево это хорошо. Знаете,
Именно сейчас, через этот расклад, вы получаете благословение своей семьи. Ой. Своей семьи. Своего рода. Своего рода. Так, ну давайте карты еще. Говорите, что хотите сказать. Давайте-ка я вот эту еще колоду возьму. Посмотрим, что здесь. Любовь, двойка кубков. Королева пентаклей, удача в ваших руках. Я же говорю, через этот расклад. Восьмерка мечей. Это запутанная ситуация. Слушайте, есть кое-что. Такое впечатление, что вы человек, который действительно в этой жизни победитель, но тебя заставили усомниться. Тебя заставили усомниться в себе. Заставили усомниться, что любовь в твою жизнь не приходит просто так, а она приходит. Она приходит, она есть. Просто тебя заставили усомниться. Ты победитель в этой жизни не потому, что выиграл борьбу, а потому, что не потерял себя. В твоей жизни много обмана было. Возможно, даже и сейчас. Но ты не потеряла себя, не потерял себя. О, звезда. Это когда другие пытались что-то тебе доказать. Ты сильный человек. Ты начала чувствовать. Ты начала чувствовать. Пока другие играли роли в какой-то лжи, ну, это семерка мечей, это карта лжи, ты начал видеть правду, ты начала видеть правду. Да. Пятерка пентаклей, четверка жезлов, воссоединение себя. Опять луна выходит. Но луна теперь будет не тебе давать, а неразрешимые какие-то вопросы решать. Или трудные просто, да, а теперь она будет идти туда, куда надо, вести туда, куда надо, тебя в одну сторону, твоих врагов, завистников и тех, кто лезет в твою жизнь даже просто так из зависти, да, вот этих завистников, как я говорю, в другую сторону, в пустоту. Те, кто тебе делал плохо, они по пятерке пентаклей в пустоте оказываются. Жди встречи с человеком, который очень сильно хочет с тобой поговорить. Дьявол закрывает здесь, да? Угу. Сила твоя не в том, чтобы стать вот таким вот сильным кем-то, да? Сила твоя в том, чтобы вернуть себя настоящего в эту жизнь. Представляете? Именно это сейчас происходит. А знаете, почему дьявол вышел? Тем более здесь как будто бы как сила оберега. Это 4 жезла. Это с 4 сторон все эти жезлы, стены, да, вот вы как под кругом защиты, квадратом, не знаю, 4 жезла. С этой стороны боль, разочарование и другие люди. Здесь будет человек, с которым вы действительно поговорите и придете к какому-то успокоению. Либо откроете для него дверь, либо закроете. Но здесь будет решение какого-то вопроса очень сложного. Вот на пороге у вас. А дьявол пришел тоже не просто так. После всех этих карт, тем более в середине боль от обманов вечных, это значит, что дьявол
Смотрите, я его, как сейчас чувствую для вас вот это послание через эту карту. Когда кто-то очень сильно хочет вам зла, или вот эта зависть корыстная такая, да, в вашу сторону идет, да, чертик просыпается и пытается где-то вам навредить. Но когда звезды, древо родовое, да, вы сами, вы встаете как будто даже неосознанно на свою защиту, может, обереги какие-то покупаете, слова какие-то, верите в свое, да, и вот эта вера тоже укрепляет вас в свое счастье, в такое вот, удачу в свою, то черт начинает поворачиваться в эту сторону. Ему-то надо работать. Ему надо работать, он просто так не уйдет, он должен дальше работать. Он же чертик, да? И он поворачивается, начинает то, что должен вам был делать, он делает сюда, ему все равно. Ему все равно. А вы освобождаетесь и возвращаете себе себя. И свою самую лучшую линию жизни. А ваши враги, они уже с этим чертиком, которого на вас напустили, они начинают сражаться, и они начинают плакать, болеть, спотыкаться. Там многое что может происходить, деньги терять. Ну, вот так вот оно идет. Здесь с одной стороны и с другой. А нечего было обманывать и лезть в вашу жизнь. Вот так. Дальше, что еще карты немножко так посмотрим, скажут. Иерофант, высший, вот, а вам идет Иерофант, высшей силы, это проводник такой вот. Угу. Мир, гармония, благополучие, как я люблю эту карту мира. Это в вашей жизни обязательно. Обязательно. Восьмерка жезлов, кстати, скоро. Кстати, скоро вот эта карта воплотит себя в реальность. Восьмерка жезлов, новости, свежий ветер, открытие каких-то возможностей, дорог, образно говоря, горизонтов в своей жизни, да, себя. Люди проявятся, которые надо, которых вообще видеть не хотите. Закройте дверь перед ними, а что делать? А что делать? Не надо с ними ничего выяснять, с этими людьми. Просто отворачивайтесь и уходите, пусть они там сами грызут себя ногти, да, или что-то еще. Смотрите, пятерка жезлов. Вот вы можете не замечать, но вам уже не хочется. Как будто бы объяснять, какая ты есть, что ли, так здесь по этим картам. Вы перестаете бороться за внимание людей, вы выбираете себя без чувства вины. Это по Иерофанту, миру и проходу такому. Пятерка жезлов — это предпобедное состояние. Это когда ты уже на пороге своей победы. Пятерка жезлов. Вы можете, да, реально до сих пор еще не замечать, что себя уже оправдать там где-то, либо показать на публику вы уже не хотите. Возможно, вы думаете, что это неправильно, что надо себя показывать. Нет, вас и так видят. А вам лучше реально выбрать себя без чувства вины. Это и есть переход на свою удачу. И свой удачный жизненный путь. Вы победитель. Вы реально победитель. И победитель — это не тот, кто громче кричит, говорит, заявляет о себе, а тот, кто просто это знает. А вы сами будете улыбаться и радоваться, когда просто перестанете вот куда-то лезть на рожон, куда-то чего-то там доказывать, если такое есть у вас, да, может еще где-то там свернете немножко, да, с этого пути там в каком-то ответвлении, да, и вернетесь вот в себя любимую, в себя любимого, да, вы увидите, вы улыбаться будете реально, вы увидите, как все хорошо наконец-то начинается. Вы удачу себе притягиваете. Она и так притянута, она и так есть. Просто немножко закрывается периодически. Она рядом. Она рядом.
Рыцарь Пентаклей, рыцарь кубков. А что делать, да, вот по вот этим рыцарям, можно даже задать вопрос, а что делать дальше? Вот еще и такое осознание, да, так подумать, а что же делать дальше? Нулевой путь. Смотрите, не спешить, это точно. Откидывать страх. Я, кстати, про страх тоже посмотрю как-то в раскладах, потому что есть такое, что иногда человек боится, но боится не просто так, а что-то навеянное есть. Посмотрим. Но вот сейчас карта говорит, да, отбрось страх. Есть такое, что ответ тебе придет тихо, не через страх, не через спешку какую-то там, да, не через внутренние какие-то недоразумения, наоборот. Внутренне есть что-то, но оно больше как через недоразумение выходят знания, понимание. А тебе не надо доказывать свою удачу. Тебе нужно просто открыть ей путь. Она уже рядом. Если к чему-то тянет, да, по своему пониманию, это девятка кубков, когда ты действительно в себе уже разбираешься, ты себя любишь, ты чувствуешь. Так что если получается так, что да, я хочу купить лотерею, покупайте. Если не хочу, не покупайте. Выбор по-любому за вами. Но нельзя так по раскладу сказать, это точно. Нет, бывает, кстати, бывает, что карты говорят, вот это точно сделай. В данном случае удача, просто я ее вижу здесь, удача рядом. Но тут тоже играет вот в данном случае чуйка. Хотите, дерзайте. Хотите попросить или взять какие-то денежки на развитие чего-то или на приобретение, дерзайте, если есть желание. Если тело просит отдыха, значит именно через этот отдых придет твоя сила и придет твоя удача. Если вы решили завтра, вот вам надо на работу, а вы решили сделать себе выходной, и это получается, и это чувствуется, делайте выходной. Вы не потеряете, вы приобретете. Вот так. Эта удача придет, когда ты действительно по девятке кубков откроешь согласие сама с собой. Знаете, над вами сейчас вот словно открывается какое-то вот тихое, очень тихое благословение. Ух, у меня мурашки. Оно действительно просто тихое, без слов. Видите, она темная карта, тут ничего не написано. Тихое благословение, когда ты выходишь из темной комнаты, из темноты. Вот это ответ. И знаете, сейчас как будто над вами словно раскрывается вот это все. И оно идет от тех, кто рядом, от тех, кто был по родовому дереву, от ваших родственников, предков, да, вот такое вот идет. Оно идет от тех, кто смотрит на тебя сейчас, смотрит с неба, не знаю, там вспоминает издалека, из другого города, допустим, и кто оберегает. А есть такие люди, они любят вас. Просто не всегда говорят об этом. И ангелы сильные. Если такая карта на ответ пришла, это вообще... Знаете, это как легкое тепло. Вот вы чувствуете сейчас в раскладе легкое тепло. Такое иногда, знаете, бывает спокойствие. Ну, это вот темнота, спокойствие без причин. Тут ничего не тревожит. Спокойствие без причины. Есть такое? Бывает у вас? После этой карты включится уверенность и слова «все будет хорошо». Это не просто ощущение даже, это уже поддержка идет.
Тебе дают знак, вам дают знак, что ты можешь идти, ты можешь пробовать, ты можешь брать свое. Тебя не останавливают по вот этой карте, тебя направляют. Не останавливают. Типа, все, темное закрыто, наоборот. Тебя направляют. Двойка жезлов. Давайте еще одну. Это карта прошлого. Давайте еще одну. Это отшельника карта. Еще один отшельник. Король мечей. Если двойка жезлов, что лучше? Плохое не вспоминать, но оттуда брать, да и вы, не знаю, оно само автоматически будет приходить. Вы уже научены жизнью, вы знаете, что делать в какой-то ситуации, поэтому не надо переживать на будущее, что что-то может пойти не так. Если вдруг в вашей жизни что-то пойдет не так, вы резко уже сделаете так, как надо, потому что это сидит в вас. И вспоминать это даже не надо, оно уже сидит в вас, потому что вы прошли через какие-то и свои ошибки, и подлость других людей. И думать наперед, а вдруг, пугая себя, вот как раз и убирайте этот страх. Не надо. Придет время, и вы вот легко раз и разрешите, и разрулите эту ситуацию. Поэтому наперед бояться не стоит. Живи и радуйся. По отшельнику что? А это Луна, это человек идет, но все-таки идет, как будто бы ему очень одиноко. И вот вы нужны, вот какой-то разговор будет, ждите. Тоже какая-то перемена с этим связана. Мечевой король, ты кто? Это очень долго. Либо вы о нем думаете, либо он о вас думает. Тоже будет встреча с этим человеком. Но по девятке мечей, либо этот человек действительно по любви, да, придет в вашу жизнь, и у вас будет разговор, ну, вроде бы как неплохо. Еще одна карта отшельника выведет вас из отшельников, либо уйдет сам в это. Либо этот человек поможет вам решить какую-то проблему, деньги, документы, приобретение, поездка, да, вот поможет вам что-то решить и выйти опять же через него из одиночества и из вечно гнетущих проблем. Это девятка мечей. Есть такое. Да, он может быть любимым человеком, который придет и что-то будет говорить, и вы вот вместе как выйдете, да, либо он просто подскажет, поможет то, где вам тяжеловато, да, тоже как выведет вас, и вы пойдете дальше. Есть такое. Так. Ну и все вроде бы все. Ну и после всего, особенно вот этой прекраснейшей карты, серьезно, давайте это, слова, да. Поэтому вот завтра сделайте одно простое действие. Одно простое действие, оно будет важное. Послушайте себя и сделайте то, что откликнется первым. Без сомнений, без лишних вопросов. Это и будет ваш выход на удачу. Паж Пентаклей в ваших руках. И горизонты открытые. Ваш выход на удачу. В ваших руках это есть. Так, давайте. На дне колоды дьявол сидит. Ничего, мы с ним справимся. Пусть послушает. Волшебные слова. Смотрите, скажите, сейчас даже за мной повторяйте вот в этом раскладе. Пусть он просто услышит эти слова. Ну, дьявол вышел на дне колоды. Значит, он услышит эти слова сейчас и пойдет, как я уже и сказала, по этому раскладу просто было открыто и понятно ко всем вашим вот завистникам и врагам. Он там будет уже тусоваться, вот, но не к вам лезть, потому что у вас будет защита этих слов и выход на удачу вашу. Он не сможет перекрыть больше, он туда вернется. Итак, волшебные слова. Я принимаю благословение. От Иерофанта, от проводника высших сил. Повторяюсь еще раз, давайте заново. Я принимаю благословение. Я слышу себя.
Я позволяю удаче прийти ко мне легко. Я иду туда, где мне открыто. Аминь, да будет так, истина. Но если аминь не говорите, то просто да будет так, истина. Давайте еще 2 раза, да? Для этого расклада, для этой энергии. Я ее делаю только на YouTube-канале, на моих каналах, где есть ворованные видео на других платформах. Там энергии этой не будет. Да, вы все прослушаете, услышите, но энергии этой не будет защитной. Переходите на YouTube ко мне. Здесь она есть, дальше под ключ идет. Я ее не открываю для воров, как говорится. Еще 2 раза давайте. Я принимаю благословение. Я слышу себя. Я позволяю удаче прийти ко мне легко. Я иду туда, где мне открыто. Аминь, да будет так, истина. Я принимаю благословение. Я слышу себя. Я позволяю удаче прийти ко мне легко. Я иду туда, где мне открыто. Аминь, да будет так, истина. Все. На сегодня все. Теперь чертик пойдет туда гулять. Обязательно, обязательно. Недаром здесь, кстати, вышли аж 2 отшельника в этой колоде. Представляете? 2 под конец вышли. Это значит, что отшельниками теперь будут те люди, которые лезли в вашу жизнь. Все. Закрываем на сегодня. Так что совет от Вселенной был. Удачу мы притянем, да. Вот. И самое главное, что вы точно знаете, что вы победитель в этой жизни. И что благословение от вашей семьи, от ваших предков, оно есть. Все, услышимся, увидимся в следующем раскладе. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, да, чтобы следующий расклад сразу же приходил, вы видели, что он уже вышел. И еще раз говорю, здоровья вам крепкого, и увидимся, услышимся на связи. Все.